Как вы поняли из названия, сегодня на обзоре робот-пылесос Atwell R100, задача которого быстро и без лишних хлопот для владельца следить за чистотой полов в доме. На официальном сайте производителя уверяют, что мы имеем дело с премиальным сегментом, отчего интерес к устройству лично для нас только повышается. Этот робот имеет скрытый 3D лидар, который спрятан в корпус и добавляет конструкции надежности, а также большую базу самозагрузки и круглые мопы для влажной уборки. Робот умеет сам опустошать пылесборник, заправлять водой контейнер и сушить салфетки, а благодаря лидару есть возможность наблюдать за домочадцами и животными, и в целом проверять, все ли в порядке дома. Поэтому не будем затягивать со вступлением и скорее перейдем к распаковке. Кроме самого робота-пылесоса и док-станции, внутри мы нашли кабель питания, дополнительный HEPA-фильтр, сменные салфетки для мытья пола, еще одну боковую щетку вдобавок к установленной с завода, удобную щетку для ухода за устройством и станцией, второй одноразовый мешок для пыли и разного рода макулатуру, включая понятную инструкцию на русском языке, а также краткий гайд, где описаны самые важные моменты эксплуатации. Производитель продублировал практически все, что в будущем может потребовать замены, поэтому вам еще долго не придется думать над заказом новых салфеток или той же боковой щетки. Теперь пройдемся по внешнему виду. Корпус пылесоса матовый, пластик не только приятный на ощупь, но и довольно прочный, как и вся сборка в целом. Верхняя крышка, что удобно, магнитная, поэтому можете легким движением руки осмотреть, что под ней находится. А там есть переключатели питания и камеры, а также самое интересное – пылесборник. Его удобно вынимать и чистить, правда в этом особо нет необходимости, так как с этой функцией отлично справляется станция самоочистки. В центре сверху кнопки управления, возврат на станцию и старт-пауза. Между ними индикатор подключения к Wi-Fi. Спереди робота-пылесоса по классике есть бампер, чтобы избежать жестких столкновений со стенами и мебелью. Ход плавный, без посторонних звуков. И там же есть вырез под датчики и камеру, о них мы поговорим чуть позже. Снизу есть два прорезиненных колеса с протектором, цель которых обеспечить плавный ход даже на мокрых покрытиях. Они также оснащены амортизаторами, чтобы преодолевать небольшие пороги без вреда для конструкции. В передней части расположились датчики перепада высоты, поэтому если в помещении есть лестница или, скажем, подвал, куда роботу явно не нужно, можете не переживать, он туда никак не попадет. В центре самое интересное – щетка из мягкой резины, на которую практически не наматываются волосы, а даже если это и происходит, ее можно в любой момент вынуть, разобрать и освободить от лишнего. Ну и в противоположной направляющему колесу стороне есть пара мопов, на которые надеваются салфетки. Снять сами диски можно лишь при помощи отвертки, но для замены салфеток ничего откручивать не нужно. Ну и последнее, что нас интересует именно тут, трехлучевая боковая щетка. Ворс достаточно длинный, чтобы захватывать мусор даже в углах, но при этом он плотно закреплен и не отделяется в процессе уборки, так как это бывает у дешевых моделей. Теперь, прежде чем мы будем рассказывать о фишках и навигации, быстро рассмотрим станцию самоочистки. Вверху есть пылесборник, который легко вынимать для очистки или замены, а также большой совмещенный резервуар для воды, который поделен на две секции – грязную и чистую. Такое решение с одной стороны экономит место, от чего станция не занимает половину квартиры, но с другой стороны немного неудобно сливать отработанную воду, когда в соседнем резервуаре еще осталась чистая. Функции у самой станции это промывание мопов и их сушка, заполнение бака с водой внутри робота-пылесоса и опустошение пылесборника. Сверху есть кнопки запуска и возврата на базу, а также уведомления. Например, тут вы можете узнать, что в баке закончилась вода. Это же сообщение дублируется голосом, причем на русском языке, как и другие фразы о запуске уборки или возврате на станцию. Но если вам нужно больше функционала, чем просто старт-пауза, качайте мобильное приложение. После подключения вам будет доступно планирование, выбор зон, создание виртуальных стен и даже камера, через которую вы дистанционно можете проверить, что происходит, например, когда вас нет дома. В настройках можете регулировать громкость голосовых оповещений, проверить состояние расходников, выставить расписание уборки и прочее. В разделе «Параметры» есть все необходимое для точной настройки режимов уборки. Например, можете выставить необходимую мощность всасывания, интенсивность подачи воды, а также выбрать, как именно станция самоочистки поступит с салфетками после уборки. К слову, как и говорили, сушка салфеток тоже есть, поэтому нет необходимости снимать их после уборки, чтобы не было неприятного запаха. Дистанционное управление, которое позволяет самостоятельно выбирать направление движения, работает отзывчиво, практически без задержек. Теперь пройдемся по опциям и характеристикам, список которых уже на вашем экране.
По навигации вопросов нет, пылесос грамотно строит карту, в том числе и в 3D, причем лидар скрытого типа, что позволяет убираться под низкой мебелью. Что касается мощности всасывания, тут она достигает 5000 паскалей, чего с избытком хватает для повседневной уборки не только на гладких поверхностях, но и на коврах. Причем последнее обнаруживает ультразвуковой детектор, который дает сигнал убрать салфетки на 15 мм вверх, чтобы не намочить ворс. При этом поворотные движения, которые робот совершает в процессе уборки, позволяют не только эффективно чистить вдоль плинтусов, не оставляя неубранные участки, но и захватывать область в углах, чем, к сожалению, не могут похвастаться многие круглые роботы-пылесосы. Ну и теперь, когда с теоретической частью закончили, можно переходить к практике. Без лишних комментариев проверим, как робот справляется с мусором. Как видите, робот справился со всеми поставленными задачами. Собственно, так же он и будет делать каждый день, сохраняя чистоту пола и в обычных условиях. Ну и теперь перейдем к выводам. Учитывая соотношение цены и функционала, Atwell R100 отличный вариант для повседневной уборки без лишних заморочек. Достаточно один раз автоматически построить и, если потребуется, отредактировать карту, а затем просто периодически проверять воду и наполненность пылесборника. Все остальное робот сделает за вас. Мы пользуемся этим устройством уже около месяца и пока не возникло никаких трудностей. Станция исправно полоскает и сушит салфетки, а пылесос по графику проводит уборку. Минусов будто бы и нет. А на этом сегодня все. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые обзоры. Ну и до встречи в следующих видео.